Всем привет! Посылки! Что меня больше всего бомбануло? Гламурные блогеры, которые ходим по кафе. 5-6 раз в год в путешествие. Я этим горжусь вообще-то. Получается, мы пришли в Well Fitness, как всегда, один раз. Это вот одна тарелка, вторая тарелка и самый главный ингредиент, без которого суши никогда не будут вкусные. Да? Без самой сладкой в мире шоколадки. Посылки. Давай, Сашка. С какой начать? Давай Со старой? со старой, давай. Вот это самая старая. Вот это, ребят. Угадайте, что это? Я не знаю, знают ли люди о таком приспособлении. Даем вам 3 секунды. Раз, два, три. Все, время прошло, вы не угадали. Сашка, расскажи, что это? Это видео-ушная ковырялка. Не, ну классно же. Я еще не пользовалась, но Сашка пользовался и говорит, прикольно. То есть ты вот это вставляешь в ухо Да. и подключаешь Тут свет. приложение. Или как? Тут есть подсветка и камера. Угу. И есть приложение, в котором идет прямая трансляция, как ты видишь все свои там нечистоты. И не только волосюшки, да. Слушай, ну прикольно. Это чтобы не было вот этих пробок. Зато можно увидеть, да? Но А вот эта глубоко лопатка. её не видно. Всё Лоп- равно. Лопатка вот эта, ее можно, ну, типа, что-то доставать, типа, ушную серу вот этой Да, лопаткой? да. Довольно удобно. Ну, надо приспособиться. Не, ну глубоко и страшно вообще-то. Ну, глубоко и не видно, Мгм. потому что там лабиринт такой. Ладно, все, давай дальше. Следующую посылку мы тоже уже раскрыли без вас. Это тоже с Алиэкспресс. Угу. Набор. Чехлов. Вообще такие красивые чехлы. Надо показывать их вот с этой стороны. Я заказала на iPhone. Вот этот чехол я сейчас ношу, он офигеннейший. Вот он такого цвета, как мой телефон. Такой голубенький. Ну, скажи, он красиво смотрится, да? И шнурок такого же цвета. И вот этот, да. И вот такой, тоже видели, модницы сейчас всякие носят. Телефон на таком шнурке. Чупсик, этот шнурок не для тебя. Но, кстати, я удивилась, что хорошего качества. Вот эти металлические штуки, я думала, это будет пластмасса, и это тоже металлические штучки. Да? Короче, очень клево. Смотрите, сюда телефон кладешь в этот чехол и вот так вот через плечо или на шею и носишь так. Телефон так красиво, вообще гламурно. И вот такой беленький. Ну и я не знаю, это польский бренд или не польский. Короче, это ножи, ребят. Потому что меня так бесят мои ножи из Икеи. Они уже настолько тупые, что По это фотографиям невозможно. ручка как будто другая. Да. Они настолько тупые, что это просто ужас. Я их точу постоянно, они все равно тупятся и тупятся. Может, точилка не та, я не знаю, короче. Ну, ножи скорее. Но. Хотя в Икее обычно, ну, они самые базовые, но в Икее вроде нормальные. Но они тупые, как я просто. Я пошутила. Короче, Сашка. И вот эти ножи мы заказали. Блин, это металлические просто. Я почему-то думала, что мы с тобой разговаривали по поводу керамических. Ну, потом... А потом подумали, и Саша решил. Я хотела один маленький. Да, прям хороший. Нифига себе тесак. Шефский. Ну я же мастер-шеф. Да. Класс. Такой красивый. Сашка. Ладно, а вот этот поменьше. Я хотела, чтобы было 2 варианта ножа. Маленький и побольше. Кстати, ручка намного удобнее, чем в Икее. В икеевском, а не в Икее. Такой В икеевском. тяжелый. Вообще такой. Сейчас буду резать. Блин, вот этот такой классный. Икеевский нож, вот большой, он какой-то странный. Он вот здесь вот закругленный. Вот так. Сейчас покажу. Вот о чем я говорила. Вот икеевский. Это самый базовый. Это мы когда приехали, он уже тут был. То есть наш властитель Ну, разница есть. купил нам приборы. И вот видите, он вот такой вот закругленный, и это не очень удобно, не знаю. Ну, мне не очень удобно. А, кстати, настолько он огромнейший вообще. Смотрите, какая разница. А этот более ровный, плавно. Мне кажется, он будет удобнее. Ну, вот так. И ручка лучше. Вот эта ручка, на маленьком точно такая же ручка, и она постоянно
Ну, короче, неудобно. Рука, когда держит вот за ручку, постоянно сталкивается с доской. И неудобно резать. Но эти одинаковые. Да, эти одинаковые. Но этот тоньше, вот новенький. Или нет? Он тоже более ровный, а этот вот такой треугольник какой-то. Вот о чем я вам говорила. Если что-то режешь, вот, видите, держишь нож, и ты постоянно сталкиваешься с поверхностью. То есть вот косточки постоянно бьются об что-то, когда режешь. Короче, неудобно. Но вот этот более продуманный. Хотя тоже, наверное, встречаешь. Ну, короче, этот еще хуже. Вот этот. Ну все, короче, вот такой у нас обзор посылок. У нас сегодня выходной в Польше, и мы с Сашкой решили заняться спортом. Раз уж бассейн аквапарк Да, закрыт, закрыт. то хотя бы на силовню надо. Ну да, типа какую-то Вроде альтернативу. работает круглосуточно. Ну не знаю, сегодня день всех святых, поэтому есть вероятность, что наше место, куда мы идем, оно закрыто. Но хотя бы проверим, уже прошлись, уже какой-то спорт. Но на самом деле мы часто ходим, потому что у нас чупи 3 раза в день, железно, методично выходим. И тут вот напротив такой парк. Все такое красивое, листочки желтые, ну уже опадают. Классно, не? Чупи в восторге. Он бесится, он бегает, прыгает на каждый летящий листочек. О, особенно он слышит вот этот шорох летящего листочка. Он такой сразу бегу к нему, поймай его. На одном из видео были такие комментарии. Возможно, не на одном. Возможно, на нескольких, да. Поэтому мы решили ответить, потому что нас немножко бомбануло. Что написали, что мы очень прагматичны к деньгам. Мы все считаем, скупые жабы, что мы считаем каждую свою копейку. Сашка, что ты думаешь по этому поводу? Я этим горжусь вообще-то. Я тоже, что ребят. Мы способны экономить на многих вещах, которые не первостепенные. Ну, зачем платить, я не знаю, пример, не пользоваться скидками в магазинах или на такси, если они есть. Просто потрать 2 минуты, найди, вставь и экономь. Ну, понятное дело, что можно так подумать, что, ой, там на 5 злотых заплачу больше, что у меня нет этих 5 злотых. Но дело же не в этом. Сейчас ты заплатишь 5 злотых больше, завтра ты потратишь еще 5 злотых больше. 5 злотых в день. Но. И каждый по 5 злотых, это уже 10. А за 10 злотых, за эту разницу, ты можешь купить уже себе, 3 пачки мороженого. Не знаю, все что угодно, ребят. Поэтому мы считаем деньги. Но еще я хотела сказать, что меня больше всего бомбануло. Ребята, во-первых, мы никогда не заявляли, что мы какие-то гламурные блогеры, да, гламурные люди, которые ходим по кафе, кофе в постель, да. Мы наоборот все экономим, все откладываем, все считаем. Цели у нас другие, не люкс жизнь или показушность даже, да. А лучше поехать 5-6 раз в год в путешествие, пусть экономично, пусть не в 5-звездочном отеле, нафиг он нужен. Ну и вообще я не понимаю смысл. Да, вот, кстати, в путешествии, когда мы тоже нам пишут, что мы сэкономили там, сям. На жилье, на проезде каком-то. И что? Ну, я не понимаю, почему нам должно быть за это стыдно. Потому что, во-первых, это мы живем в том месте, где мы снимаем. И, во-первых, мы туда приезжаем гулять, а не спать в роскошном отеле. Ой, в мотеле. В роскошном отеле. Мы всегда смотрим одно из самых дешевых цена-качество, жилья, чтобы было хорошие отзывы, хорошее расположение, адекватное расположение к нашим нуждам, потому что мы чаще берем проездные. И, понятно, если ехать час до каких-то интересных мест, то это уже не вариант. А если полчаса, ну и что? Туда-обратно час, это нормально. Мы все рассчитываем. Никогда нет такого, что мы наобум берем себе там жилье или, не знаю, или покупаем дорогую еду или дорогие вещи. Мы вообще, вы сами видите, ходим в самых обычных вещах. Мы всегда рекламируем, даже, можно сказать, рекламируем Best Secret. Мы сами его обожаем, потому что там супер скидки, очень хорошие вещи. И этим делимся. И вообще, мне казалось, наша фишка тем, что мы стараемся делиться какими-то классными лайфхаками, где можно сэкономить, где можно... Да. Большинство это полезно. Не все какие-то гламурные, богатые люди, и мы тоже себя к ним не причисляем.
наш месяц вообще, когда мы вот получаем зарплату, мы всегда, для нас четко, мы должны отложить какую-то сумму. Ну, хотя бы, наверное, Да. треть, Это каждый месяц половина. такого не бывает, чтобы мы ничего не отложили. Потому что мы из Беларуси. Все белорусы откладывают деньги на черный день. Но не только из-за этого. Просто это так для нас, так это нормально. Для нас это наша жизнь. Это дисциплина. Да. Ну, мы в первые дни откладываем, ну, стараемся максимально много, сколько мы можем себе позволить, а ведя учет расходов, доходов, как бы примерно понятно, сколько нужно на месяц жизни. Поэтому мы сразу стараемся максимально отложить, чтобы потом не было соблазна, когда на карте много денег, хочется все и сразу. Да, но и в то же время нет такого, что мы жмотимся для своих каких-то хотелок. Все, что мы хотим, мы все реализовываем. Возможно, есть какие-то более дорогие покупки, на которые мы собираем деньги, но все равно мы потом это себе позволяем. Вот. Ну и вообще, я думаю, нужно закончить тему тем, что больше мы, наверное, на эти вопросы не будем отвечать. Один раз ответили, и понятно. Закончим тем, что, во-первых, мы никогда не заявляли, что мы транжиры. Мы, наоборот, с самого первого дня, не знаю, рассказываем, что мы покупаем всегда на скидках. Наше путешествие — это всегда супер дешево. И, наоборот, хотим показать людям, что не обязательно иметь большие зарплаты, большие вложения в путешествие. Путешествовать можно дешево. Ну, и даже вот учитывая, что у нас очень много посылок, но их много потому, что онлайн покупать дешевле, чем ходить по торговым центрам. Вот именно. Это тоже все часть экономии. Короче, мы все продумываем. Для нас все шикарно, все продумано, все шикарно. Да, но если нас смотрят люди, которые могут себе позволить намного больше, Да. ну, мы рады за вас. Ну, нет такого, что вы мы там... не смотрите да. на цены, не выбираете варианты подешевле. Ну, это тоже свой подход. Тоже классно. У нас свой, у вас свой. Да. Мы всех любим, всех поддерживаем. И тоже никогда в жизни не навязывали ни свой образ жизни, ни свою экономию, там какую-то еще что-то. И вы нам тоже не навязываете, окей? Если вы люди с хорошим достатком, и вы не хотите смотреть на цены, то вообще ваше дело, да? Да, а мы пойдем, на спорт. бесплатно заниматься спортом. И опять бесплатно. Конечно. Ой, господи. Получается, мы пришли в Well Fitness, как и всегда. Как всегда, один раз. Один раз сюда ходили. Да, в принципе, всегда было можно по мультиспорту. А теперь выяснилось, ребят, Что с сегодняшнего дня... сегодня, что уже вот этот Well Fitness не сотрудничает с мультиспортом. И только по их карте, типа, покупаешь и все. Ну, блин, ты тут стой. Надо искать теперь новый Это такой фитнес. был прикольный, уединенный Ну, зал. и там никого не было, всегда мало места. Ой, мало места. Много места, мало людей. Ну, что делаем? Пойдем гулять? Да. Пройдемся туда. А потом будем в бассейн чаще Я наведываться. могу так смешно. Ну ладно, все равно в воскресенье бассейн планировали. Хотя бы бассейн Бассейн можно. прикольный, но было прикольно Так если бы иметь бассейн был возможность открыт, мы ходить бы в в бассейн... село. Да. Так может другую слово, надо посмотреть. Надо посмотреть, да, Но есть. Ну, чуть это дальше. только эта сеть не сотрудничает, остальные сети-то сотрудничают. Но с мультиспортом не все, но еще остались варианты. У нас тут еще одна посылка пришла, но эта посылка связана со здоровьем. Сейчас распакую, покажу, что там. Мы с Сашкой подумали, что нам нужно, не только нам вообще это полезно, выпить витамины, омега-3, рыбий жир. Всегда очень полезно зимой пить витамины. Поэтому мы решили тоже заказать вот такие капсулы. Я не знаю, сколько штук. Ну, одну в день. Сколько надо? И 90 тоже. 90. А по одной в день выпивать? Да. Одну в день выпиваешь. Ой, упал. А сколько ты отдал денег? 90 капсул. 5. За одну? За 2. За 2,45, так это вообще недорого. Фу, ребята, не такой, нет? Покажу, какие капсулки. Они такие вот огромные. О, с мой глаз. Даже с мой нос. Такие капсулки. Ну, короче, мы уже раньше пили, решили повторить. Как давно я не брала телефон в руки. У нас просто выходили видео из Англии. И это время мы очень много работаем.
конечно, за кадром просто мы не снимаем, поэтому, скорее всего, этого не видно. У меня просто сейчас такие дни, что я прихожу домой, моюсь, ложусь спать, просыпаюсь, выгуливаю Чупи и иду на работу. И прихожу вот такие сейчас дни. Просто очень хочется хорошо поработать, потому что в декабре, знаете, там много отпусков у нас запланировано, и плюс много выходных, и поэтому у меня будет небольшая зарплата, поэтому решила очень хорошо поработать вот этот месяц. У Сашки, в принципе, то же самое. Он взял очень много саппорта, тоже саппорт и ночной. Короче, еще параллельно хочется. Я еще каждую, субботу работаю. У меня была какая-то суббота выходной с того момента, как я только приехала с Турции. Поэтому сейчас вот такие рабочие дни. Я вам решила рассказать, с вами поделиться, что вообще происходит в нашей жизни. Реально сейчас выходят такие влоги. Я объясняю, из-за того, что мы вот много работаем, поэтому выходят вот такие вот редкие влоги. В принципе, наверное, так оно и будет. Но в декабре планируется несколько отпусков, поэтому я думаю, там уже будет поинтереснее, как и нам, так и вам будет интересно смотреть. Смотрите, какая у меня вот тут дырка образовалась. Потому что у меня, помните, я удаляла 5, и у меня 4 идет на место 5, и поэтому такая дырка сейчас. И у меня даже небольшие комплексы по этому поводу. Я вот всегда улыбаюсь, и видите, тут такое пространство, пустое. Это даже не щербатое, называется, это реально просто беззубое. Ну, что делать? Ходила к ортодонту. В принципе, мне поменяли резинки на серые. Я что-то захотела серые. Обычно я ставлю разноцветные. Я сейчас поставила серые, типа, пофиг. Там столько цветов, каждый месяц выбираю. Вообще хоть через одну разного цвета ставь. Ортодонту, в принципе, без разницы. Чё я стою в парке, Чё я включилась? Я, злая, как собака, как Чупи. Короче, ребята, из-за того, что вот я рассказываю, много работаем, и сегодня у меня такая, типа, командировка такая называемая в Осу. Еду, и мы договорились в определенное время встретиться, но так как Луиза, вот доктор, с которой мы встречаемся, едем в эту Осу, она живет час езды от меня, и то есть я еду еще с пересадками, и я думала, а у меня пересадка всего лишь 4 минуты, обычно более-менее я успеваю. А тут, мой автобус, еще только первый автобус, на котором я должна была приехать, он опоздал на 7 минут. Естественно, я опоздала на пересадку. И планы рухнули, теперь я буду на 20, а то и на 25 минут позже. Естественно, пришлось просить прощения у врача. Ну что делать? А еще туда ехать, 1,5 часа, а то и больше, около 2 часов. Я еще, опоздала. Получается, на 40 минут позже мы еще там будем. Просто сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ребят, я очень сильно люблю Польшу, я обожаю. Но что-то здесь с транспортом не так. Потому что уже не первый раз, вот когда реально ты опаздываешь, когда тебе нужно куда-то, просто без объяснения причин, автобус, как и поезда, они тут тупо не приходят. А если даже мне бы объяснили причину, мне бы легче этого не стало. Я уже все равно сам факт опоздал. Я стою в центре, мне еще ждать минут 15. Думаю, вот пока мне ждать. Думаю, хорошо, что у меня с собой есть кола, потому что это единственное, что мне поможет. И думаю, запишу, видео. Что же время зря терять? И слушай, кстати, в наушниках песню www Ленинград spb.ru. Вы знаете, весь свой негатив в эту песню просто вложила. Еще сегодня не работает табло. Авария пишут. Спасибо большое. В пятницу авария. Просто работать, в пятницу не хотят. Я в центре. Вот это лодь фабричная, вокзал. В центре очень красиво. Туманно. Короче, сегодня не мой день, ребят. Не мой. Я-то, по-честному, так и в Осу-то не хочу ехать. Но работа надо. Но не люблю я туда ездить. Сложно мне, очень сложно. Я уже, кстати, туда стала очень мало ездить. Но вот нужно было сегодня съездить. Еду. Но я, честно говоря, лучше 3 дня на работе подряд целый день похожу, чем в Осу ездить. Всем привет! Чупи, не стыдно? Чупи, бесстыдник. Сейчас какой начнем? С любой. Давай с этой черной. Только не что-то прям... это просто наши обычные бытовые... Да, некоторые мы уже показывали.
Покажем еще. Это то, что мы покупаем раз в месяц, Да. два. Скорее всего, уже есть догадки по некоторым пунктам. Так, чупсик. Нос. Твои догадки какие? Мои догадки. Я, как обычно, ничего не заказывала, поэтому я только так знаю, что Это все там. с Allegro. Да. Allegro заменяет все. Всю жизнь нам. Облегчает нам жизнь. Мы не ходим в магазины, как мы уже говорили, что мы не любители ходить по магазинам. Мы любим только продукты закупать. Это да, это нам нравится. Мы даже любим, если едем в какую-то другую страну, то мы любим там ходить по таким продуктовым магазинам, там зависаем, а вот так вот, чтобы ходить, там выбирать вещи или еще что-то. Никогда почти. Нет, ну да, не наше. Больше то же самое. Хотя вот я Поэтому- помню, мы были где-то во Франции, в Тулузе, по-моему. Мгм. И было очень прикольно по французским магазинам одежды ходить. Там А, прям да. стильно очень. Ну это было так, но это было красиво. Это типа там как ЦУМ какой-то такой. Ну да. Там так дорого было. Но было прикольно. Самая скучная посылка. Самое... Ну, дальше я не буду раскрывать. В принципе, это для чупсика. 4 килограмма. 4 Ему на месяц-полтора хватает. Кстати, вчера ходили с чупсиком к его ветеринару. Ну и опять рассказали, что бывает такое, что он может не доедать свою порцию. Она его посмотрела, прощупала и говорит, что все хорошо у него, слава богу. Но, скорее всего, это уже что-то такое из-за настроения, из того, что он, может, волнуется. Часто мы его оставляем то ли у пэтситера, то ли он сам дома один сидит. И раньше мы все-таки так много его одного дома не оставляли. Сейчас, когда стали его оставлять, то он, знаете, как хатико сидит. Ну, даже не хатико, даже хуже. Мгм. Сидит и на дверь смотрит, и такой смотрит, лежит минут 10, потом «Ау!» как волчонок завывает, потом опять успокаивается и опять вот так вот лежит. Мгм. Он может дома быть 1 часов 6, он не ест, не пьет, Не спит, не не лежит. спит. Ну, лежит ну, иногда. лежит, ждет, смотрит, да. Ну, короче, жить. И говорит, может, из-за этого из-за этого стресса у него может быть, что он не доедает. Но так он активный, у него все хорошо, слава богу. Но он все равно продолжает и будет, наверное, всю жизнь сидеть на этой диете. Если честно, мне его жалко. То есть все собаки могут есть там. Ну, далеко не все. Много у кого Ну. проблемы всякие. Но большинство собак-то ест всякие вкусняшки, знаете, вот для собак. У нас так много их, но чупсику нельзя. Короче, продолжаем. Я не знаю, что здесь, ну что-то какие-то странная наклейка. Буковина какая-то. Какими-то надписями. Чупсик, Ну. потрогай себе. Блин, сколько здесь Барахла. хлама. Ну, что такое? Да заказывал нам тут. Коробку поменьше не могли найти. Просто я знаю, что там, и это Да? не стоит такой коробки явно. Посмотрите, ну вот что... чупсик. Это барахло какое-то. Мед? Это что? Надеюсь, мед ты не заказал. Ну, это сохранистская буковина. Это Масло со какое-то. стороны гор пришло. Но товар там вообще... Я даже... Подожди, я помню, ты говорил, заказал масло, но если тут масло... Просто без этого... Без монтажа, ребят. Как думаете, сколько здесь Минут. километров? Точно масло. Еще не все, конечно. Не, ну Время шло. хорошо закрутили. Но это же масло, оно же в стекле, Саш. Упаковка вообще 10 баллов. Ну они позаботились, так что спасибо. Кто там? Вау. Короче, это закончилось оливковое масло, и мы же не пошли в магазин его покупать, потому что там были невыгодные цены. Такого нету в магазинах. Пахнет... Пахнет ничем. Кстати, очень красивая бутылка, да? Ну, так, конечно. Так, ну, это плюсы им, то, что они так во все вот в это укутали. Идем дальше. Ну, а это посылка, мы уже догадались, что вспомнили. Это то, что мы сегодня готовим. Для того, что мы сегодня готовим. Тут даже выдрис, видите? Будем готовить сегодня суши. И знаете сколько? Много! Мы сварили 800 грамм чупси.
опять это? А, нет, какой-то другой. Просто вот похожая упаковка, листы не очень вкусные. Надеюсь, это вкусно будет. Короче, здесь листы нори. Одна упаковка? Их сколько штук мало? 50. 50. Наш любимый соевый соус. Он у нас уходит. А вот это что? А это ты меня не предупреждал. А что ты мне не рассказывал? Я вроде... Имбирь Сашка заказал. Класс, ты не рассказывал. Тут тоже имбирь? Нет, не имбирь. О, это, наверное, сезамовый ойл. Да, классно. Вот это тоже классная вещь. Мы, когда едим наши, знаете, эти супчики с дошираками, любим добавлять. И классно, да? Какой-то интересный. Азия, Евразия. А где сделан? Сделан... Чайна. По отзывам Made in China. один из лучших был. Ну и я Так искал это все в одном китайский? магазине. Прикольная пробка. Крышка такая. Ну, А, ну и еще один. для полноты Для заказа. полноты заказа, ясно. А это... Фактура. 102 злотых. Вот эти вот два нори для упаковки. Имбирь. Не, ну это дорого, потому что тут литр. Ну, Это будет стоить около масло 50, дорогое да? тоже. Оно все в районе 20, кроме имбиря. Водоросли суши за 2,50. Да. Имбирь 10. Ойл сезамовый. Ну, я просто округляю. Ойл сезамовый 19. И соевый 26. Угу. Ну, неплохо. А, еще одна, поскольку я уже подумала, все. Это сова из кучи. Но раз вы уже посмотрели кучу скучных посылок, то не переключайтесь. Ну, это ПС. Промени солнца. Но эту Который часто раз уже, заказывают, третий или да. четвертый. Нам- Получается, что это лучшие каши пока Они что. очень вкусные каши делают. Но я не знала, что Саша закажет столько килограмм. Я заказывал на 100 злотых, чтобы поучаствовать. Вот и Какой? Аллегро. И как удалось? Нет. Что-нибудь вырос? Ну ладно, Но всё равно мы съедим. что-то съедаем все равно. Да. И все равно Тоже курьером. хорошо упаковано. Принесли курьером, поэтому Да. что бы и не заказать. Не, ну, это мы рассказывали, что тут очень много каш. Мы смешиваем рисовые с обычной овсяной кашей. Саша добавляет курагу, банан, а я просто... И я заказал еще одну добавку. Да. Сейчас посмотрим. Курагу. Курага, понятно. Еще. Не еще. Что тут написано? Добр. Ну что это? Вишня какая-то? Клюква, А, клюк. А как они называются на польском? журавлина. А где написано, что это журавлина? А не написано. М-м. И сзади. А, вот, журавлина, да. И все. А эти заказал. Этот как-то морель. Мгм. Ну и все. Ну и запас на Да, и месяца заказ два. на годы. О, ребят. Ну это удобные упаковки, удобные. Они вот тут на такой защитёшке. Zip lock, или как это Мгм. называется. На такой застежке и... Ну, мы едим каждый день, поэтому уйдет за пару месяцев. Такая у нас распаковка. Потом покажем еще, наверное. Суши? Ну, Да, давно не но показывали. можно показать, из чего мы делаем, да? Ну ладно, ребята, опять не переключайтесь. Это как это, раньше телек смотрели, так пульт, помнишь? Не переключайтесь, ребята. И в этот же момент уже И вот переключились. такой пульт уже И щелкаешь. потом, нет, только начинается реклама. Смотришь какой-то супер интересный Да. фильм. Реклама, нет, переключусь, потом через полчаса вспоминаешь, что смотрел супер интересный фильм. А он Что? уже закончился. Что ты смотрел в детстве? Что, где, когда, да, твой любимый? Я смотрел, ну, из каналов, когда появились Мгм. интересные каналы, я смотрел Евроспорт и Discovery. Практически Ой, Discovery только интересно это я тоже смотрел. делать. Не, ну Никелодеон такие. Не. Более интересные вещи. На Discovery там прикольно было. Мне нравилось, когда они рыб ловили. Bear Grylls. Обожала просто. Таких огромных. Червя цифр. возьмет. Да.
Я уже здесь, конечно, очень долго кручу суши. И тут вспомнила, что не показала ингредиенты, из которых мы делаем, собственно говоря, суши. И надо вам кое-что еще показать. Помните, мы привезли из Турции вот эту фигурку для льда? Ой, фигурку, формочку для льда. Смотрите, какие она классные делает ледики. Круглая. Офигенная? Ну скажите же, офигенно. Мне очень нравится. И, пожалуй, вернемся к суши. Я их уже заканчиваю. Видите, уже осталось мало риса. Хорошо, что вообще вспомнила, что нужно показать. У нас вот такой творожный сыр. Мы берем разные, ну, главное, ну, лучше, конечно, брать килограммовые пачки, это выгоднее, ну, ничего страшного, они в магазине просто так в Лидле не продаются, надо ехать к Кэш-энд-Кэрри, мы не ездили, поэтому вот такой купили, пачек 6. Рыбка красная, я ее сама засолила, потом такой сладкий перец, такой длинный сладкий, он вроде испанский называется, курица копченая, у меня тут бедро и ножка. Это у нас огурчик, это авокадо, остатки креветки, это еще на один ролл. Ну и все. Рис, нори. И вот столько суш получается. Это вот одна тарелка, вторая тарелка и крутится третья. Ну, видно, что у меня здесь с рыбкой, с курицей, с этим креветкой. Тут вот с креветкой. Вот, с креветкой. Их очень много, чтобы вы понимали. Ну и самый главный ингредиент, без которого суши никогда не будут вкусные. Да? Без самой сладкой в мире шоколадки. Ты спать будешь? У него как раз сейчас время для сна. Он обычно спит вот после второго выгула и до последнего выгула. А потом бегает, как угорелый, по всей квартире. Да? Ты собака. Ты собака любимая. Ты моя ватрюшка. Беговел мой. Вы не представляете, как он тут носится вечерами. Он еще вызывает на дуэль, чтобы вместе с ним бегали. Поэтому мы его и прозвали вечерний беговел. Смотрите, стал. Жалейте меня, жалейте. Он очень нежная собачка. Так любит, чтобы мы его жалели. Вот так вот, видите, как он лащится, стоит на двух лапках, выдерживает, чтобы его гладили. Это ушастое чудо. Нежность моя любимая. Да. Обожаю этого хулигана.